Секреты кей-поп снова на связи. Неделя в индустрии выдалась как сериал. С судами, джинсами, сыворотками и философией одиночества. Пока одни поют, другие подписывают приговоры до 2029-го, а мы сидим с кофе и разбираем все по косточкам. New Jeans, контракт, от которого не убежишь, суд Сеула вынес решение. Контракт New Jeans с Adore остается действительным до 2029 года. Интернет взорвался. Рабство с фан-лайт-стиком теперь не мем, а реальность. На Западе артисты от Тейлор Свифт до Билли Айлиш открыто говорят о контроле над своим творчеством. Их интервью — манифесты о свободе. А что же в кей-поп? Когда айдолов спрашивают о сравнениях, они обычно отвечают заученными фразами о вдохновении. За вежливой улыбкой скрывается индустрия, где борьба идет не за музыку, а за право уйти. Чонгук X, Calvin Klein, джинсовый апокалипсис. Чтобы разбавить драму, немного эстетики. Calvin Klein выпустил новую кампанию, где Чонгук шагает по Нью-Йорку так, будто улица принадлежит ему. Снял Мёрт Аллас кадры, там влажные, неоновые, чистый 90-й гламур. Это даже не реклама джинсов, это короткий фильм «Как выжить после Чонгука». Фанаты шепчут, CK продает не денег, а самоуверенность. Кто-то уже пишет петицию. Выпустить аромат Юнгкук Aftershoot. Сам Чонгук сказал, энергия на съемках была невероятная. Ну, конечно, если ты — это энергия. Канчомания. На следующий день он включает Weverse и устраивает лайв. 2 часа поисков своего имени на печенье. 10,8 миллиона зрителей смотрят, как он открывает одно за другим и вздыхает. Сегодня моего имени опять нет. Компания Lotte в панике, придется выпускать спецпартию Kancho Jungkook Edition. Фанаты в экстазе. Он может съесть всю Корею и все равно остаться милым. Чонгук философствует. Если моего имени нет, значит я вне системы. Интернет тонет в тегах Arkancho Crisis и Protect Jungkook. Кто-то считает, что это пиар-гений, кто-то, что это терапия. Но факт, лайв стал вирусным моментом года. РМ на саммите АТЭС. Пока Чонгук ест печенье, РМ в костюме выходит на сцену перед мировыми лидерами. Саммит АТЭС, президенты, Трамп в зале. А Намджун спокойно говорит: «Я не бизнесмен, я артист». Культура — это тоже инвестиция. Он вспоминает начало BTS, закрытые двери, расизм и армии, которые сломали барьеры. «Нас не спрашивали про музыку, спрашивали, где Корея», — говорит он. И в зале тишина, его слушают, аплодируют, публикуют вырезки в мировых медиа. Армии в комментах уже подытожили. РМ на АТЭС, остальные на диване. Фа — новый японский идеал. Тем временем Фэти врывается в бьюти-рынок Японии. Бренд Юнт подписал его на эксклюзив. Первая реклама после армии. Теперь Фа — лицо сыворотки с витамином С, который живет 30 секунд. Фанаты в Твиттере. Ровно столько мы живем, когда видим его фото. Продажи взлетели, а бренд кричит: «Моя уникальная красота расцветает». Похоже, теперь В лечит все. И кожу, и нервы. В на Vogue World. И если этого мало, через пару дней он в Голливуде. На Vogue World 2025. Пальто в стиле ханбока, нефритовый пояс, часы на 120 лет. Анна Винтур лично сказала: «Покажите его дольше». Vogue ставит его между Майли Сайрус и Николь Кидман, а Esquire пишет: «Самая интригующая деталь вечера — его часы». Спокойно превратил фэшн-ивент в исторический момент. Традиции, стиль и мировой взгляд в одном кадре. Намджун. Философия и латте. В сторис он постит цитату Алана де Боттона: «Никто никогда не поймет тебя до конца, и это нормально». Армии переводят это в новый жизненный девиз и идут пить латте из Compose Coffee, где теперь новинка — латте с каштанами из Пую. Потому что в этой индустрии все взаимосвязано. Грусть, философия и немного кофе с ароматом корейской осени. Мелкие, но теплые вещи BT21 выкатили новые плюшки и надпись «Что мне нравится больше всего? Ты». Calvin Klein показал закулисье съемок Чонгука. Там он в кожанке на мотоцикле. И армии просит еще. Музей в Киото выставил комментарий РМ из книги гостей. Он буквально стал частью экспозиции. Вот она, разница между «пишу под постом» и «пишу в музее». Вот такой уикенд в кей-поп. New Jeans борются за свободу, BTS спасают эстетику и мировую дипломатию, бренды рвут контракты, армии рвут сердца, а мы с вами секретное жюри этого безумия. Пока одни делают новости, мы делаем выводы. Это был Secrets K-pop, где все по-честному. Немного сплетен, немного философии и много любви к тем, кто держит эту индустрию на нервах и красоте.
이것도 약간 논란의 여지가 있는 그런 이름이 될 것 같아서 넘기겠습니다. 안녕하세요. 아무도 없어요.